Всем привет, дорогие мои подписчики, друзья, гости канала. Хочу вам рассказать про простой поводок на донные снасти. Ездили на рыбалку на открытие этого сезона. Для этого нам понадобится крючки, ножницы, леска и вертлюжок. Взял я леску темного цвета, чтобы было видно вам, как я делаю поводок. Использую крючки Овнер. Сейчас начнем вязать поводок. Нам понадобится два крючка. Раз крючок. И второй крючок. И вертужок. И больше нам ничего не надо. Привязываем крючок, как вам удобно. Я использую обычный простой узел. Делаем петельку. Делаю 6 оборотов вокруг цевья. Фиксирую. Вставляю в конец лески петельку. Соответственно, смазываем узел. И потом начинаю потихонечку затягивать. Вот, все. Подтянул. Лишнее отрезаю. Вот получился вот такой узел. Теперь оттягиваю 30 сантиметров. Складываю леску. Примерно отмеряю, чтобы расстояние было от крючка до второго крючка, ну, где-то сантиметров 10. Лишнюю леску мы отрезаем. Привязываем также второй крючок. Повторяем то же самое, 6 оборотов. Для такого узла можно и 4 оборота делать, но я ж по старинке делаю 6 оборотов. Подтягиваем, зажимаем. Не забываем смачивать леску и крючок, чтобы леска не горела. Лишнее отрезаем. Вот у нас получилась леска с двумя крючками. Берем вертлюжок, просовываем через крючок. Отмеряем примерно, чтобы получилось от крючка до крючка, ну, сантиметров 10. Нашли середину на вертлюжке. Делаем обычную петлю, восьмерку двойную. Тоже смачиваем узел и затягиваем. Затянули. Некоторые говорят,
То что если вот такой поводок вот оставить, то он будет путаться на течении. Но я вам сейчас покажу секрет, и они никогда у вас не будут путаться. Ну, будут путаться после 5-6 рыбалки. У меня не было такого, чтобы я приехал, закинул, и через 3 заброса у меня там все перепуталось. Некоторые люди используют коромысло, а я сейчас сделаю такой узел, и он будет похож немножко как на коромысло, и крючки не будут касаться друг друга. Я вам сейчас просто показываю на обычной леске, а сам я использую флуорокарбон. Он все-таки немножко пожестче, и после того узла, который я сейчас делаю, они будут немножко оттопыриваться друг от друга. А узел очень простой. Берете 2 крючка и просто вяжете обычный узел. Тоже смачиваем, затягиваем. Раз узелок. И второй узелок. И после этого второго узелка у вас они больше никогда не запутаются. То есть получается вот такая вот снасть вот. То есть вот получилось небольшое коромысло. И вот из этих 2 узлов он получается вот такого вида. Вот такие я поводки использую на рыбалке. Были на открытии сезона. Ссылки будут в описании под этим видео. Так что, кому понравилось, прожимайте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.